Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как я пикирую рассаду томатов и что я при этом добавляю в землю. Это сорт у меня крымская роза, посадил я их 7 марта, а пикирую я их 31 марта. Пикировать рассаду необходимо, когда уже появились два первых основных листочка и уже даже наклевываются третий и четвертый. И давайте я вам сейчас покажу, что же я добавляю при пикировке в землю. Давайте я вам расскажу, что такое костная мука. Костная мука – это органическое универсальное удобрение с макро- и микроэлементами. Костная мука используется в качестве органического удобрения, является натуральным источником фосфора, кальция, а также многих других макроэлементов – калий, магний, натрий, сера и микроэлементов – железо, кобальт, медь, цинк, хром, марганец, фтор, йод. Эта универсальная подкормка подходит для огородных и садовых культур, комнатных и тепличных растений. Костная мука питает корни полезными для роста элементами, увеличивает урожайность, обогащает состав почвы, улучшает ее структуру, повышает сопротивляемость растений к заболеваниям. Использовать ее можно на протяжении всего сезона. При посадке овощей весной, при пересадке декоративных растений и комнатных растений, кустарников осенью. Состав костной муки – это протеин 50% и витамины Е, В1, В2, В3, В4, В5, В12. Применяется для всех видов растений, раскисляет почву. После применения почва становится более мягкой и питательной. У растений улучшается развитие, активизируется рост. Ткани растения становятся более крепкими и упругими. Повышается иммунитет растений к различным заболеваниям и вредителям. Укрепляется корневая система, ускоряется рост корней, что способствует лучшему питанию растений. Положительно сказывается на росте побегов и плодоношении. Улучшается цветение и повышается урожайность. Плоды и ягоды, получая достаточное количество фосфора, получаются более вкусными. В результате применения органического удобрения урожайность культур существенно возрастает. Костная мука разлагается в течение полгода, поэтому ее внесение нам помогает в течение полгода и дает свои очень хорошие плюсы нашим растениям. Пикировать я сегодня буду томаты вот в такие стаканчики. Я уже насыпал полстакана земли, пролил водой хорошенько и теперь добавляем сюда костную муку. Немножко насыпаем и посыпаем теперь сверху землю. И обратно теперь добавляем сюда костную муку. На один стаканчик 500 граммовый я добавляю 1 столовую ложку костной муки без верха. Таким образом я перемешиваю верхний слой грунта с костной мукой. Делаю это для того, чтобы при дальнейшем поливе этого стаканчика у нас костная мука, все питательные вещества поступали сверху вниз и питали корни наших растений. Таким образом я подготавливаю все стаканчики, потом обязательно проливаем их водой, и можно приступать к пикированию рассады. Стаканчики у меня подготовлены, теперь вилкой делаем углубление под томаты. И теперь опускаем сюда сам помидор. Опускаю его до семидольных листочков. И таким образом я провожу пикировку своей рассады помидор. Если вы уже провели пикировку своей рассады, то можно костную муку ввести в верхний слой грунта. После пикировки рассады обязательно производим полив томатов, и потом 2-3 дня я их не беспокою, даже не поливаю. Желаю вам всем больших и хороших урожаев, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.